Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике, как всегда, потому что реальные обзоры и тесты. Продолжаем в этом же духе. Смотрите, все привыкли, что Haier это в основном крупная бытовая техника, стиральные, сушильные машины, посудомойки, холодильники, духовки. Между тем, производитель сейчас занимает и другие ниши на рынке. Мы тестировали не так давно и робот-пылесос, и вертикальный пылесос Haier. Ссылки есть в описании этого видео. А теперь близко знакомимся с другой техникой, с кухонной машиной Haier. В этом видео мы ее протестируем, чтобы понять, насколько она реально поможет в приготовлении разных блюд. Мы поработаем со всеми тремя насадками из комплекта, используя их для разных кулинарных задач. Будем готовить меренги, тут нужен венчик. Сделаем пельмени, для теста используем крюк, а еще испечем блины. И для жидкого, такого блинного теста должна подойти лопатка для взбивания и перемешивания. Заодно выясним, удобна ли эта кухонная машина в использовании. А то, знаете, всякое бывает, сталкивались. Должно быть все просто для пользователя. И в итоге сделаю выводы, насколько вообще этот красивый, между прочим, девайс может конкурировать в новом для Haier товарном сегменте кухонных машин, где и без того немаленькая конкуренция. Вот такая она, кухонная машина Haier. Смотрится она, собственно, как кухонная машина, но мне заходит этот свежий белый цвет. Очень любят разные производители красными делать кухонные машины, подражая моделям одного известного бренда. Это надоело, и это немного смешно. Тут не стали и молодцы. И, кстати, на белом отпечатки пальцев не видны. А сам корпус, он не марки, загрязнения легко удаляются. С него корпус не пластиковый, кстати, это металл. Поэтому есть, нормальный вес, что должно убирать нехорошие ерзания, знаете, во время работы. Проверим. Из нержавеющей стали чаша, она довольно вместительная. Не громоздко машина выглядит, правда? Белый цвет, он же дает такое ощущение легкости. В общем, я люблю поговорить про дизайн, потому что круто, когда окружаешь себя красивыми вещами. Как вам дизайн? Пишите в комментариях. Комплектация у нее классическая. Венчик, крюк для теста, и такая кулинарная лопатка, так я ее называю. Этого хватает для основных кулинарных процессов, на которые, собственно, рассчитана любая кухонная машина, для которых она и существует. Мы все эти насадки в работе увидим. Скажу еще, что фиксируется и снимается все довольно легко. Привычная схема. Крышка есть, тоже по классике, и вот такой удобный воротник, это я так его называю, такой съемный отсек для добавления ингредиентов. Очень круто сделано управление. Простой и удобный поворотный регулятор скоростей, их тут 8 для разных процессов кулинарных и продуктов. И сверху, что гораздо логичнее, и удобнее, чем сбоку, сверху сделали дисплей еще сенсорный. Здесь обозначается выбранная скорость, продолжительность работы, ее можно и отслеживать, и также задать перед началом работы. Плюс есть подсказки, какие насадки на каких скоростях лучше всего использовать. Но тут дело ваше, хотите, им следуйте, а если все знаете сами, то и здорово. Но одна простая рекомендация, все же всегда работу лучше начинать с первой скорости. Сразу высокую не включайте, чтобы не разбрызгались ингредиенты. Сначала ингредиенты смешиваются и постепенно уже повышаете скорость работы. Тут хорошая мощность, это стоит отдельно отметить, до 800 Вт. То есть даже со сложным тестом, таким крутым, должен справляться этот девайс. На пельменном тесте и проверим. И, кстати, мощность это же мотор. И вот он мощный, но тихий. Мы это проверили. Реально тихая работа, а вообще-то это бывает проблемой у таких девайсов. Но тут это, что называется, прокачали. Можно и дело делать, и смотреть любимые видео со мной на канале Тостер. Это же как мексиканский сериал за пылесосом, холодильник, и так далее. Тесто для пельменей, оно такое крутое, тяжелое, так что им мы
так нормально проверим кухонную машину Haier. Ну и пельмешки заодно, надеюсь, поедим. Используем крюк для замеса теста. Помещаем ингредиенты аккуратно в чашу. Вода, масло, яйца, мука, соль и дальше все на откуп кухонной машине. Собственно, вы все видите, не возникает проблем с этим тестом, машина справляется. И у нас уже такой упругий, хороший, ну почти колобок. Свою задачу девайс Haier выполнил, а уже дальше моя задача раскатать тесто. Потоньше раскатываем, чтобы пельмени были нежнее и вкуснее, тесто при варке не расклеилось. Дальше лепим, варим и наслаждаемся пельменями. Да, это вам не магазинные, конечно, и зачет кухонной машине. Люблю этот рецепт. Это так называемые тонкие блинчики от Татьяны Толстой. Есть такая писательница, наверное, знаете. Она же, матушка Артемия Лебедева, наверное, и он такие блинчики любит. Готовим тесто. Для него нужны яйца, кипяток, холодное молоко, мука, соль и масло растительное. Рецепт, погуглите, если хотите, так и ищите. Блинчики Татьяны Толстой. Кстати, сама Татьяна Никитична где-то говорила, что не ее это рецепт, что тоже она его давным-давно где-то нашла у кого-то. Но вот за ней закрепилась. Для теста, видите, используем вот эту кулинарную лопатку для взбивания и перемешивания. Как раз то, что нужно. И, кстати, мы начинали с 2 яиц, это небольшой объем, но все равно нормально насадка все захватывает. Тесто блинное готово, печем и говорим спасибо. Наверное, и писательнице за рецепт, и кухонной машине Haier за то, что не подвела. Блины должны получаться тонкие, такие с дырочками. Известный и любимый многими десерт – пирожные меренги. Есть мнение, что меренги и безе – это одно и то же. Я и сам, в общем, так думал. Но когда готовился к съемке, выяснилось, что меренги – это как бы продолжение безе. Все то же самое – белок яичный, сахар, какие-то, возможно, еще добавки для цвета вкуса. Но безе так и остается вот в таком виде, взбитом. И убирается в холодильник, а меренги подсушиваются в духовке. Такое своего рода печенье получается. Берем белки, сахар и немного сока лимона. Все это венчиком, да, теперь он у нас главный герой, венчиком взбиваем, причем до хорошей густоты. Надо, это так называемые крепкие пики. Именно эта консистенция хороша, чтобы в духовку все пошло. Потому что форма держится. Снова у нас все получилось. Легко управляем кухонной машиной, легко взбиваем. Все дальше. Надо красивое пирожное создать. Вот это для меня задача не из легких. Так что если где-то кривовато будет, простите. Зато все вот перед вами на виду, никаких подмен и прочего всякого телеволшебства. Опа, вот и готовые меренги, готовить которые с этой кухонной машиной оказалось проще простого. Как я люблю говорить, вы все видели сами. Мы все всегда максимально подробно показываем и рассказываем. И у меня 2 главных вывода. Первый. Даже я, такой вообще-то малоопытный кулинар, с этой кухонной машиной Haier, чувствую себя вполне уверенно. Смотрите, вон и пельмешки, и блинчики, и даже меренги, все получилось. И второй вывод. Девайс хороший, он помогает на кухне, экономит силы и время. Им удобно пользоваться, и управление с правильным таким верхним дисплеем норм. И не ерзает машина по столу при работе. С насадками легко, они без проблем крепятся и снимаются. Мощности хватает на все. Вместительная чаша из нержавеющей стали с прозрачной крышкой и таким удобным карманом, чтобы добавлять ингредиенты. Плюс свежий белый цвет в сочетании с металлом. Она хорошо смотрится на кухне, реально. Рекомендую кухонную машину Haier по результатам нашего с ней близкого знакомства, такого обзора и теста. А всем остальным производителям в этом товарном сегменте, пожалуй, стоит напрячься. А вот канал Тостер можно смотреть расслабленно, готовя меренги. Мы из домашней техники сенсацию не делаем, об стены ее не разбиваем, зато рассказываем и показываем, как она реально работает и чем нам с вами реально полезна.
Подписывайтесь на канал, заходите на Toaster.ru. Есть мы и в Яндекс.Дзене, и в Телеграме, и вообще в соцсетях. До новых обзоров и тестов. Пока!